The Russian military tried to attack in 2 Ural trucks protected by barbecues. The result is obvious. A very strange tactic, of course, especially in an area of active fighting, okay? Somewhere in a secondary direction. Maybe, of course, they got lost, but it looks like it was just an attack. I suspect that the Russian army is now using units that have no equipment left to wear down the Ukrainian armed forces with attacks. Regardless of the insane losses, either the technology is so critically lacking, but I have my doubts about this. Less than a year after the coup in Niger that led to the withdrawal of French troops from Niamey, Russian troops have announced their official arrival in the capital. Around 100 instructors are said to have arrived in the capital this evening to train and support local troops. The Russian presence in the country has been known for several months. It has become a very well-known pattern in the Sahel region. Their arrival is not at all surprising. It went much faster than in Burkina Faso, probably due to financial problems. And it is still unclear whether it is Wagner, Africa Corps, or the regular army. Relatives of mobilized Russian soldiers from the 114th Meat Brigade are asking Vladimir Putin and David Sachs to look into their situation. According to their message, the infamous brigade is pulling soldiers from territorial defense units to send them into meat assaults, resulting in losses of half of the personnel. Здравствуйте. Обращаемся к вам, должностные лица нашей страны. Примите меры реагирования к сложившейся ситуации 114-й бригады 1-го армейского корпуса ДНР. Полк 1454 изначально формировался как полк территориальной обороны с формированием штатного расписания. Со 2 января 2023 года мобилизованные военнослужащие несут службу на линии боевого соприкосновения. В апреле 2023 года полк 1454 перевели в Южный военный округ и прямое подчинение 1-го армейского корпуса. В мясной бригаде, как ее окрестили на фронте, давно творится беспредел по отношению к солдатам. Командиры грубые, циничные, высокомерные. Ребята уходят на задание в мясной бой и знают, что навряд ли вернутся. А многие даже понимают, что не успеют выполнить поставленные задачи, потому что они сразу попадут в число 200-й. Какой же будет сильным дух у солдат, когда командиры не заинтересованы сохранить солдатскую жизнь, говоря им «убьют вас, придут другие». Нам главное вперед. А сейчас со стороны 114-й бригады 1-го армейского корпуса ДНР в их адрес идут нелицеприятные высказывания, так как они мешают проводить мясорубку личного состава. 5 апреля 2024 года военнослужащих из числа мобилизованных передали в подчинение 114-й бригаде в количестве 100 человек. Они были направлены на штурм в определенный населенный пункт без необходимой амуниции, боевого комплекта и артподдержки. На настоящий момент уже более половины погибших и без вести пропавших 114-я бригада не дает вытащить раненых и убитых. За мобилизованными стоят заградотряды, которые расстреливают мобилизованных военнослужащих, если они идут назад или останавливаются, чтобы оказать помощь раненым. Сегодня, 10 апреля 2024 года, командование 114-й бригады затребовало в приказном порядке еще 100 бойцов. За 5 дней полк 1454 почти полностью уничтожен, благодаря командованию 114-й бригады. Согласно статье 20 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на жизнь. Так почему же у наших солдат отнимают это право? Не только право, даже шансы остаться в живых без подготовки. Очень просим разобраться в данной ситуации. Putin met with Lucenko again. I don't even know where to start. However, the quota of empty chit-chat for the people must be fulfilled. So there we go. Nevertheless, appreciate him providing material for The Hague. Putin openly admits to committing major crimes against humanity, talking about attacks on the Ukrainian energy sector. Note, the energy sector that powers homes, schools, and hospitals in Ukraine. But for the Kremlin Ripper, it is apparently merciful that he allegedly did not carry out these strikes in the winter. As if. By the way, couldn't they bring the camera any closer? К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время.
и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить. Но повторяю еще раз, если все это закольцуется в решении тех вопросов, о которых мы говорили изначально, и удары по энергетике связаны в том числе с решением одной из задач, которую мы перед собой ставили, это демилитаризация, что мы прежде всего исходим из того, что мы таким образом влияем на ПК, на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую. Вот. Но если мы все-таки перейдем к тому, с чего я начал, перейдем к каким-то разговорам о разрешении всех вопросов другими способами, ну, конечно, как я уже много раз говорил, мы к этому готовы. And for the end, footage showing dozens of interceptions by the Israeli Iron Dome and MIM-104 Patriot air defense batteries over northern Israel within the last few minutes following a large barrage of rockets and drones launched by Hezbollah in southern Lebanon. In my opinion, this could be an attempt to exhaust the stocks of Israeli surface-to-air missile batteries in the north of the country before a larger attack using land attack crews and other more advanced missiles. By the way, this is the kind of air defense Ukraine need right now. Yo! Yo! אימא'לה! אימא! תראו כמה! איפה? איפה צבע אדום? יואו! וואו! תראו כמה! אמא! וואי! תראו כמה! $1,000,000 עליו. יואו! יואו! יואו, תראי כמה באוויר! וואו! עוד, תראי כמה! יואו! מאיזה כיפה זו בכלל? וואו! זה עשרות! אחותי! יואו, זה לא מפסיק! מה זה? נערות זה? עוד הזקה זה לא פה, אבל... זה פה, בית הלל, אחי. בית הלל, אבל לא אצלנו? וואו! ברור! יואו, זה לא נגמר, אחותי זה עשרות. יהיה עוד עכשיו, כי זה רק ההזקה עכשיו. כן. יואו! שולח לגיא ורון שיהיה עכשיו החדשות, היום שאנחנו עוברים. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.